Всем привет, с вами снова я, Оля. Наконец-то свершилось то, чего все мы так долго ждали, чего все блинки, да что там блинки, все кей-поперы, наверное, ждали этого момента, когда наконец-то выйдет сольник Джису. И это свершилось, он вышел. Ура! Нет, серьезно, друзья, компания YG так долго тянула с солом Джису, мне кажется, что прошло уже очень много времени. На самом деле это очень странно, что они так затянули с солом Джису. Обычно начинают выпускать соло либо по старшинству, либо начинают с лидера. Ну, в данном случае они начали с лидера, с Дженни. У нее вышло соло в далеком 2018 году. Но потом они решили пойти по старшинству. Вышла работа у Розе, вышло даже соло Лисы, которые мы все прекрасно знаем, все прекрасно слушали. Это Мани и Лалиса, всем это очень понравилось. Но Джису все не было. И вот, наконец-то, до нее тоже дошла очередь. Она последняя, 4-я из группы, выпускает соло под названием Cot, то есть Flower, то есть цветок на русском. Я в таком предвкушении, вы бы знали. Не то чтобы я фанат Джису, вы могли сейчас подумать, что я такой преданный фанат Джису и жду не дождусь, когда выйдет ее соло. Нет, на самом деле просто когда ты слишком долго чего-то ждешь, и это происходит, это настолько радует тебя, что ты начинаешь немножечко даже преувеличивать. На самом деле я фанатка Лисы из Blackpink. Думаю, что многие мои подписчики это уже давно знают. Вот. Но, тем не менее, она мне также очень импонирует в этой группе. Просто, да, я, возможно, немножко преувеличиваю сейчас с эмоциями, потому что меня они переполняют. Что ж, давайте вернемся к соло. В общем, что мы сегодня с вами будем смотреть? У Джису вышла работа под названием «Цветок», «Flower». Очень красивое, очень внушающее надежды название. Вообще, Джису не специализируется на танцах, она больше визуал в группе. И я думаю, что ее работа будет нацелена как раз на то, чтобы раскрыть ее истинный красивый вокал и также показать ее красоту в клипе, потому что она все-таки визуал, главный визуал в группе, и думаю, что в клипе будет как раз-таки показываться ее истинная красота и голоса, и внешне. Мое мнение вы услышали, чего я жду от работы. Что касательно самой песни Flower, я немножечко прошлась по тексту и увидела, что он больше нацелен на любовные какие-то отношения, и в принципе так оно и есть. В тексте песни говорится о преодолении токсичных отношений, не оставляющих после себя ничего, кроме запаха флоры, ну, то есть цветов, понимаете, да? А слово «цветок» использовалось как метафора для описания певицы, ее разбитое сердце в соответствии с лирикой. Ничего не осталось, кроме аромата цветов. Очень поэтично и красиво написано. В конце концов, цветы приходят в себя, расцветают, и, как и главные герои, они покидают эти ядовитые отношения и приходят к самим себе с лирикой «Весна приходит, и мы прощаемся». Кстати, на самом деле у нас же весна наступила, и работа вышла 31 марта. Да, это имеет смысл. И, в общем-то, вот такой вот контекст, вот такой вот смысл песни. Интересную идею выбрали, и мне кажется, она настолько подходит образу Джису, что это получится офигенная работа, я думаю. Цветы, Джису, ее красивый низкий голос. Мне кажется, это будет очень здорово. Что ж, хватит догадок, хватит мыслей, хватит восхищений, давайте просто посмотрим и узнаем, что же там у Джису. И да, к сожалению, еще не вышло камбэка на сцене с исполнением этой песни, несмотря на то, что прошло уже 2 дня. Обычно оно сразу выходит либо в день, либо после, но этого еще не случилось. Я это все к чему говорю? К тому, что у нас только один шанс сегодня послушать песню и распробовать ее на вкус сразу же, без второго шанса на прослушивание. Вот, потому что смотреть больше нам нечего. И, кстати, этот клип на момент просмотра, на момент съемки этой реакции находится на 2-м месте в тренде. Да, неплохо. И набрал 59 миллионов. Да, видимо, реально все этого ждали и сразу же посмотрели. Одна я отстаю от графика. Что ж, Джису, надеюсь, ты нас
странно говорить, не разочаруешь, нет. Надеюсь, ты нас вдохновишь, впечатлишь и покажешь всем, что ты не зря последняя была, что ты... Ладно, все, забейте. Так, Flower, Jisoo, поехали. А у меня громко. Ух ты. А я, кстати, думала, что будет что-то грустное, спокойное такое, мягкое. А здесь что-то ближе к попсе, наверное, будет. Так, сюжет. Ух ты. Принцесса. Блин, я знала, что здесь будет акцент на ее визуал. Очень много костюмов уже. В жемчугах. Блин, капец, она красивая, я не могу. Ух ты. Вторая глава. Ух ты. Интересное звучание. Блин, костюм. Блин, парни с этими масками. Точнее, завязанными глазами. Блин, сколько образов. Синий. Она как будто на показе мод, я не знаю. На фотосессии. Весь клип. Ну, есть танец, да. Хорошо. Значит, будет дэнс-практика. Скоро. Красивые места взяли для съемки. Ух ты! Блин, она просто огонь. Ну это такой новый стиль, мне кажется, что для Jisoo, что для группы Blackpink. Сколько образов. Это знаете, что напоминает? Сольник Дженни. У нее там тоже куча костюмов была. И что-то тоже про отношения было. И машина была. Ну, знаете? Вот. Это конец, да? Блин, невероятное. Очень похоже. На самом деле, я не хочу никого сейчас обидеть, фанатов Jisoo. Ни в коем случае. Мне очень понравилась работа. Она довольно уникальная, но касательно сюжета, касательно выбора локаций, очень напоминает работу Дженни. Ее первую работу и единственную соло, да, все мы ее прекрасно помним и знаем. И, по-моему, у Дженни текст даже о расставании, о токсичных отношениях, по-моему, что-то такое тоже там было. Окей, мне очень даже понравилась эта работа. И здесь, в принципе, было все то, чего я ждала от Jisoo. То есть она как цветок. И да, здесь не было явных любовных отношений, не было партнера, в принципе. Я думала, что, возможно, здесь будут обыгрывать отношения, но нет, такого не было. Здесь она в течение всего клипа была одна, она как модель. В течение всего клипа в разных костюмах, в разных образах. Модель Шанель, прям у нее вайб такой. И она прям реально как королева выглядит. У нее внешность, взгляд, грация. Ей даже в образ, мне кажется, входить особо не пришлось. Она на самом деле выглядит именно так. Да, здесь раскрывался все больше ее визуал, то есть разные костюмы, разные укладки, прически, макияж и так далее. Немножечко актерской игры было. Все, что в чем сильна Jisoo. Вокал
Мне понравилась песня, на самом деле она довольно необычно звучала. Да, это что-то попсовое, ближе к поп-музыке, особенно в припеве по звучанию, да, это было очень заметно. Здесь очень мало связанного с кей-попом, я бы сказала. Даже те же локации взять здесь они выбрали. Я не знаю, что это за место, но я бы предположила, что, возможно, это Франция. Я не особо сильна в архитектуре, я не знаю, где конкретно такие места могут быть. Они, в принципе, много где могут быть. Вот, ну, что-то такое красивое, богатое было. Ой, кисочка красивая. Был танец. Я уже не надеялась его увидеть, потому что танцевальной практики не вышло за 2 дня. Это немножко странно. Я подумала, что здесь, возможно, не будет танца, но нет, танец все-таки был, и это очень-очень хорошо. Да и, в принципе, песня довольно подвижная, и без танца здесь было бы совершенно не то. Мне очень понравился момент, где она была в красных колготках, вся такая аленький цветочек. И мне очень понравились образы танцоров, что у них были завязаны глаза красными лентами, и они выглядели очень-очень сексуально на самом деле. Танец несложный, я бы не сказала, но, в принципе, он довольно красиво выглядел. Понравились локации, их было на самом деле немного. Архитектура и какой-то отель, скорее всего, где остановилась Джису по сюжету. Также понравился переход на вечер, когда уже был танец Джису в таком роскошном костюме, коротенькие шортики, топ блестящий, да, тоже очень красиво выглядело и, кстати, неожиданно было, неожиданно. Все костюмы мне очень понравились, Джису умеет их подчеркнуть. Касательно вокала Джису, здесь он в полной мере раскрывался, но хочу отметить одно «но». Мне не особо понравилось звучание ее голоса, когда он переходил на более мягкий, на более нежный голос. У нее он сам по себе сильный и низкий, басистый такой больше. И когда она исполняет своим естественным голосом, это звучит невероятно красиво, но да, вот когда она переходит на более высокие тона в голосе, мне не особо это понравилось. Мне кажется, что ей больше идет вот именно ее низкий голос. Ну, песня сама по себе мне сразу понравилась, она очень классно звучала. Немножечко попсовенько, я такое люблю. И припев мне понравился. Она не была грустной, то есть несмотря на ее эмоции в течение всего клипа, расставание, все дела, ядовитые отношения, естественно, ей грустно. Но при этом она держит себя гордо, выглядит так, как будто ничего не произошло, и она совершенно не разбита после отношений, делает вид, что все в порядке. В клипе, кстати, не было особых спецэффектов, он был в основном живой, то есть живая съемка. В основном акцент идет на танец в течение всего клипа. Она танцует, и все у нее хорошо. Да, были моменты, где она показывала свои истинные эмоции, не пряча за маской, так скажем, что все в порядке. Были моменты. И еще здесь были какие-то главы, то есть первая глава, вторая глава, заметили это? Вот я увидела 3 главу, 3 глава, там написано same place, то есть то же место. Вот это последняя глава. 2 глава называется same time, то же время. И 1 глава называется следующий день, next day. Что ж, это имеет какой-то смысл, но нужно еще раз клип посмотреть, чтобы вполне его по сюжету определить. Вот такое, в принципе, у меня мнение на сольник Джису. Мне очень-очень-очень-очень понравилось. Не скажу, что это было что-то супер-супер впечатляющее, но и не скажу, что это было что-то обыденным, простым, быстро забывающимся. Нет. Это как раз-таки была та песня, которая, мне кажется, довольно долго продержится у меня, как минимум, в моем плейлисте. Вот, не знаю, как у вас. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу работы. Наконец-то мы, блинки, дождались. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях все, кто ждал соло Джису. Да и те, кто не ждал и посмотрел сейчас вообще впервые вместе со мной, тоже напишите свое мнение, что вы думаете по песне, что вы думаете по клипу, по сюжету. Если у вас есть какая-то сторонняя информация, также ее пишите. Будет очень интересно почитать, узнать что-то новенькое. А также мне очень интересно, будет ли что-то еще у Джису. Насколько я знаю, в ее альбоме вышло несколько треков, но не знаю, будут ли клипы на эти треки. Мне кажется,
по логике должен быть как минимум 2 клипа. Это один из первых, должен быть еще, я думаю. Вот. Но пока что-то тишина. Если вы владеете информацией, знаете, что будет еще что-то, обязательно тоже дайте знать, чтобы заодно в будущем снять реакцию как можно скорее. Я ставлю лайк, поддерживаю Джису с данной работой, хочу увидеть ее в живом исполнении, обязательно на сцене с танцем, очень этого жду. Если вам понравилась моя реакция, оцените ее пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень-очень приятно. Ну а я поздравляю искренне Джису с выпуском, наконец-то, ее личного соло. Надеюсь, что она будет блистать на сцене так же ярко, как и с группой Blackpink. Это было все мое видео, с вами была я, Оля, всех вас безумно люблю, целую, обнимаю. И всем пока-пока, до скорых встреч, пока!